Что вы скажете по поводу вот этого ощущения господина на экране, что все-таки Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и Грузией, Россией и Украиной были плохими? Ну, я это слышал много, потому что я сюда приехал в июле прошлого года, накануне открытия августских событий. И опять я могу только повторить, что мы не заинтересованы, чтобы российские отношения со своими соседями были плохие. И я думаю, что Россия в этом тоже не заинтересована. Чтобы они были плохие? Чтобы они были разумеется, плохие. нет. Разумеется. Россия, мне кажется, хочет, что на свои границы были демократичные, просперирующие, стабильные, предсказуемые страны. Но все-таки, господин посол, вот это наша цель. Знаменитое английское все-таки изречение «разделяй и властвуй». Это же ведь входит в это понятие. Вот этих мы будем ссорить, этих мы будем так, и будем потихоньку свое дело делать. Я не отрицаю, что, конечно, есть те, даже в Америке, для кого этот лозунг как-то царит. Хорошо, но смотрите. Это не определяет американскую политику ни в администрации президента Буша, ни в администрации президента Обамы. Ну хорошо, известно, что Грузия, что Соединенные Штаты поддерживают Грузию. Я вас хочу процитировать здесь. Вы сказали, потому поддерживают, дальше ваша цитата, что демократически избранные правительства этой страны являются нашим другом и союзником в таких трудных районах, как Ирак и Афганистан. Это ваши слова. Вот скажите, пожалуйста, без вашей, ну не знаю, как лучше сказать, поддержки, скажем так, как вы думаете, ваш друг, президент Саакашвили, отважился бы напасть на Южную Осетию так, как он напал, не имея некую поддержку, устную ли, я не знаю какую, от Соединенных Штатов Америки? И в этом проявляется отношение к Грузии в отношении к России. Господин Познер, всегда Америка будет защищать своих друзей. В этом вы можете... Даже когда они не правы. Но это не обозначает, что мы допускаем абсолютно все. И вот почему мы до последнего пытались переубедить президента Саакашвили не поддаться на провокации, не применять силу, потому что мы прекрасно понимаем, что путем силы конфликт с Абхазией и с Южной Осетией не решить. Но, увы, наши усилия не увенчались успехом. Из ваших слов можно ли сделать вывод, что так, видимо, президент Саакашвили советовался с вами применять, не применять, и вы ему, не вы лично, а Соединенные Штаты, ему говорили, нет, не применять? Да. То есть он советовался? Но советовался, мы просто видели, что происходит. Все-таки в августе нельзя было не видеть, нельзя было пропускать, что кто-то там, какие-то там темные облака развиваются. Хорошо. И, конечно, мы пытались его переубедить, потому что понятно. Силой этот конфликт не решить.